Привет всем, меня зовут Богдан, и я придумал краску зависимость. Мы попробуем тут повыпускать ролики, в которых я буду умничать касаемо производства краски, касаемо всяких ее физических и химических свойств. И поэтому решено было снять первый ролик про всеми любимые размеры частиц пигментов в красках для татуировок. Закроем основной миф, разберемся, что это вообще такое за мелкодисперсные и крупнодисперсные частицы пигментов, правда ли, что краска для закраса только из крупных частиц собрана или неправда. Все это сейчас разберем. На самом деле краска получится рабочей, только если размеры частиц пигментов в ней будут не более 1,5, ну максимум 2 микрометров. Некоторые микрометры называют микронами. Во всех остальных случаях работа мастера будет немножечко сложнее. Диапазон рабочий, он не только верхний, есть и нижний. То есть, грубо говоря, все, что начинается там, от 800 нанометров, это вот прям рабочий красон. То, что ниже, могут быть уже вопросы по нашему восприятию цвета. Чем сильнее мы измельчим частицу углеродной сажи, Carbon Black, тем сильнее она будет фонить синим. Но мы говорим о каком-то прям ультраизмельчении, какой-то нанометровой пыли, то есть менее 100 нанометров. То есть я на самом деле пока даже не сильно представляю, как это можно сделать. Сейчас на практике, чтобы много не говорить, посмотрим на размеры частиц пигментов в закрасочных красках и в универсальных черных татуировочных красках на примере Famous и на примере зависимости. И будем анализировать мы размеры частиц с помощью вот такой штуки. Называется гриндометр. Используется в лакокрасочной промышленности, в аналитике. Почему гриндометр? Брусок из нержавеющей стали, выточенный на высокоточном оборудовании. Нас интересует шкала микро- и нанометров. Все, что ниже единицы до нуля, это уже нанометры. Особо понимающие в этой теме могут задать вопрос, почему не метод лазерной дифракции, например, при которой краска высушивается, остается горстка пигмента и анализируется непосредственно уже сухой остаток, например, 100 мл высушили и посмотрели. Потому что, как минимум, стоит от 10 миллионов рублей. Найми человека, напиши метод анализа, и получишь все равно диапазон. То есть от и до не получишь прям супер точную информацию. Мы такое исследование делали, когда только запускали зависимость. Мы исследовали True Black, Famous и Allegory Black. У нас есть по ним протоколы испытаний. Решено купить гриндометр, который стоит не 10 миллионов 65 тысяч рублей, и сделать, точнее, использовать в своей работе вот этот вот брусок из нержи. Будем смотреть, наверное, с ведущего бренда, с Famous. Посмотрим Allegory между делом, и потом посмотрим на зависимость. Что нужно вообще понимать? Деление на крупнодисперсные и мелкодисперсные частицы пигментов не играет никакой роли при производстве закрасочной краски. Сейчас мы это докажем, а потом мы сделаем выводы. Начнем с краски для плотных закрасов Famous. Это у нас Black Sabbath. К сожалению, многие думают, что это просто очень крупные частицы пигмента, поэтому краска так плотно красит. Разная краска по-разному красит гриндометр. В общем, в чем суть? Там, где краска начинает полосить, смотрим просто по шкале, где она начинает полосить, это и есть примерный диапазон размера частиц. Здесь явные полосы начинаются на 1,5 микрометрах. Вот здесь и чуть ниже. То есть, грубо говоря, диапазон где-то 1,3 на 1,5 микрометра. Это Black Sabbath. Дальше True Black. Как раз та краска, которую мы исследовали вообще по всему. Иногда в зависимости от физических свойств она совершенно по-разному ведет себя на нержавеющей стали. Может выглядеть, как будто она испаряется. Вот так вот. Поэтому ее нужно лить побольше.
видно точно так же яркие полосы, начиная от полутора микрометров до, ну, прям почти до нуля, даже в принципе до нуля. Здесь, конечно, диапазон частиц чуть меньше, но он тоже до 1,5 микрометров, поэтому в любом случае, как бы, что True Black, что Black Sabbath, частицы в них измельчены до мелкодисперсных. То есть мы можем называть частицы размера там 1,5 микрометра спокойно мелкодисперсными. Между делом посмотрим Allegory Black. Это просто Black, это не Ultra Black. Краска универсальная. Заметно лучше измельчены пигменты в Аллегории, чем в Famous. То есть мы не видим здесь вообще разрывов, она просто все закрасила. Можно смело говорить, что частицы пигментов нанометровые. Независимость теперь антиматерия, краска, которая предназначена для контуров и легких теней. То, что мы тоже любим называть универсальной краской. Также закрашивает с собой практически все. Но на самом деле видно небольшие бороздки вот здесь. То есть начинаются они чуть выше 1 микрометра и заканчиваются ближе к 0. Мы исследовали краску методом лазерной дифракции. И мы заявляем, что размеры частиц пигмента в зависимости от 800 нанометров до 1 микрометра. Плюс-минус мы сейчас видим это на гриндометре. И антивещество. Антивещество – это краска для плотных закрасов. Она у нас на другой базовой основе, поэтому и выглядит закрас по-другому. Здесь четко видно, было четко видно вот здесь, это менее 1 микрометра, это примерно, ну, где-то между нулем, грубо говоря, и единицей. Будем говорить, что 0,5, 500 нанометров. Есть привычная градация. Крупнодисперсные частицы пигментов, мелкодисперсные. Те, кто про это рассказывает, у них, естественно, разные цифры. Но есть все-таки какие-то каноны. Частицы пигментов 1,5, максимум 2 микрометра и ниже считаются мелкодисперсными. А все, что ниже 100 нанометров, это уже нанометровые размеры частиц пигментов. Частицы пигментов крупнее, чем 10 микрометров, это крупнодисперсные частицы пигментов. Но так как мир не делится на черное и белое, у нас есть вот этот вот большой разрыв между 2 микрометра и 10 микрометров, их называют среднедисперсными частицами пигментов. Суть в том, что есть большое заблуждение касаемо того, как делается краска и в том числе, как ей работать. Потому что есть краски, где частицы пигментов достаточно крупные. И работать с ними нужно по-особенному, совершенно другими иголками, другими калибрами. Мы же стремимся к упрощению работы мастеров, поэтому есть некоторые нюансы. И сделать максимально удобную краску в работе мастера – это, наверное, наша конечная цель. В чем тогда разница между универсальной для линии и теней и краской закрасочной, если они плюс-минус все содержат в себе одинаково мелкие частицы пигментов? Вся краска для татуировок собрана на мелкодисперсных частицах пигментов. Для того, чтобы сделать закрасочную краску, требуется просто большая концентрация. Это же касается и цветной органики, либо цветных гибридов, то есть там точно так же для того, чтобы успешно красить цветные работы,
Просто увеличена концентрация пигмента в сравнении, например, с черным для линий и теней. Измельчаются все пигменты одинаково механическим способом, ну плюс-минус. Есть определенные технологии, их немного. Для разных концентраций и разных по своей химической структуре пигментов нужны разные жижи, разные базовые основы. И создание этих базовых основ в нашей работе, наверное, самое сложное.